Привет всем поклонникам ММА и всем тем, кто следит за моей карьерой. Сейчас в моей карьере происходят такие моменты, многие, наверное, уже слышали то, что меня обвиняют в допинге. Так вот, хочу сказать, что сейчас прошло слушание комиссии, и сейчас можно уже высказать все, что думаешь, по сути, потому что оно ни на что не влияет. По решению этой комиссии меня дисквалифицировали на 3 года, плюс оштрафовали на $10 000. Ну, вернее, предписали, что я должен выплатить штраф в районе $10 000 за то, что я якобы употреблял оксандролон, такой стероид, и повышенный уровень у меня тестостерона был. То есть уровень тестостерона к эпитестостерону был превышен в 50 раз. Теперь по порядку я хотел бы просто сказать для людей понимающих, чтобы они поняли, что со мной произошло, как я говорил и буду говорить еще раз, со мной произошло чисто предвзятое отношение. Во-первых, если брать эту комиссию, каждый может желающий посмотреть, как проходило это слушание. Я хочу сказать, что это было просто, по сути, судилище, где нам не давали сказать, где нас не слушали и делали все, что угодно. Какие доказательства моей невиновности, какие у нас есть, вернее. Я могу сказать все конкретно по предъявляемым мне пунктам. Первое. Получается, давайте сразу по тестостерону. Тестостерон превышен 50 раз. Я являюсь рекордсменом. И если вы не поленитесь и спросите у знакомого врача, что такое 50 к 1 сочетание, то он вам скажет, что нереально человека довести, даже если обкалывать его каждую минуту, до такого состояния. У человека быстрее откажут органы. Не верите мне? Спросите у врачей. Следующее. Что касается взятого анализа у меня. У меня взят был анализ, как уже всем известно, проба А. Проба Б была не взята, что является нарушением контрактных обязательств, которые были прописаны, именно были прописаны вот в том контракте, который имеет комиссия с лабораторией ВАДА, которая тестирует. Почему, объясню, так очень важно брать пробу Б? Потому что проба Б является непосредственно доказывает то, что человек либо употреблял, либо не употреблял. Если у тебя проба А дает положительный результат, тебе говорят, ты употреблял, если ты согласен, то проба Б выбрасывается, и тебе назначается наказание. Если ты не согласен, то в присутствии тебя ее вскрывают, и если она опять же положительная, тогда тебя по всей строгости наказывают. В моем случае мне доказать свою невиновность, как и комиссии доказать мою виновность, невозможно, потому что у нас нету пробы Б. Понимаете, да? Но сейчас многие могут сказать, зачем проба Б, если проба А дала положительный результат. И комиссия пыталась настоять на этом. Но здесь не все так чисто, объясню почему. Всего на том турнире было взято 5 проб. Понимаете? Как говорит комиссия, мы все берем правильно, мы все запаковываем, отправляем фидексом в лабораторию, она ее получает, но по их же документам до лаборатории дошло всего 4 образца из 5. Вопрос почему? На этот вопрос комиссия, естественно, не ответила. Они сказали, что им охота кушать, и ушли на ланч. И когда я попросил последнее слово и спросил все-таки, что у вас же видно нарушение на лицо. Не то, что нарушение, а ошибка на лицо. Из 5 образцов дошло 4. 1 пропал. Плюс получился мой еще и положительный. Так ведь? Значит, есть какое-то, в чем-то была проблема, почему не дошло их 5. Но на это комиссия не стала отвечать, и я, как говорю, они не давали нам сказать. Еще раз повторюсь, это был не суд. Какие у нас следующие действия? Естественно, мы идем дальше, мы идем в суд, и, естественно, мы будем доказывать свою правоту, потому что я считаю, что я здесь прав на все 100%. Плюс еще, что мне не очень нравится, то, что меня выставили реально человеком, ну, не очень умным, я бы так сказал. Во-первых, показатели у меня такие заоблачные, да, можно сказать. Тестостерон вообще нереально человека довести до 50 к 1. А оксандролона, как я сегодня услышал, было превышено 200 раз. 200 раз норма у меня была превышена, да. Получается, исходя из этого, я принял оксандролон и смело пошел на тестирование. Но это глупый результат. Понимаете, еще хотел сказать всем
то что отстаивайте всегда до конца свою правду. Даже если все будут против вас, главное, что вы стоите на своем. И вы знаете, кто вы являетесь по жизни. И многие люди, которым не нравится, кем вы являетесь, будут пытаться вас оболгать, оклеветать, сделать какие-то моменты против вас. Как вы видите сейчас в моей ситуации, мне просто не дают возможности доказать. Но опять же я говорю, мы пойдем до конца, мы верим в мою невиновность. И сегодня, вот еще раз говорю, каждый может посмотреть, как проходило это заседание. Но просто неприятно на это смотреть, потому что, просто, я считаю, не дали шансов. И еще, как я и говорил, как я сразу сказал и как я считаю, было нарушено еще что? Комиссия не может меня дисквалифицировать на 3 года, потому что максимальный срок дисквалификации пока 2. И тем самым они могут мне приостановить лицензию. Лицензия у меня всего лишь на год. Следующее, что касается, комиссия не может меня штрафовать на 10 тысяч долларов, потому что максимальный штраф 2500 долларов. И здесь, что мы видим, я считаю, что здесь просто был шанс не то, что выявить какое-то нарушение с моей стороны, а самое главное здесь было наказать, максимально наказать, даже если это не совсем законно. И самое главное, отстранить меня от участия в боях. Вот это была, я считаю, самая главная цель того, что со мной сейчас происходит. Кому это нужно, я пока не разобрался, но разберусь. Еще хотел отметить, немного добавить, что стало непонятным. Я считаю, что члены комиссии впрямую врали, когда говорили, потому что был конкретный вопрос одного члена комиссии к представителю человека из лаборатории. И он задал ему вопрос. Получается, было 5 образцов, дошло 4. Так? Он сказал нет. Нет, хорошо. Они это приняли. Но это все документально подтверждено. В принципе, все, что хотелось сказать. Поэтому хочу добавить, что мы идем до конца. Я верю все-таки, что справедливость восторжествует. И спасибо всем тем, кто был со мной. И кто до сих пор остается со мной и меня поддерживает.